Привет, Даша из Праги снова с вами. Я сама очень рада видеть сейчас себя в кадре, потому что я соскучилась по съемке видео, я соскучилась потому, чтобы их вам выкладывать. У меня есть ролик из Казахстана, который мне нужно смонтировать, я это откладываю дело и думаю, а что же я могу выложить? Вот хочу выложить, что могу. Могу вам рассказать, наверное, самую ценную информацию, которая актуальна прямо сейчас, когда вы все из Европы едете в отпуска к мамам, к бабушкам, к друзьям, есть пирожочки, выбираете самые адекватные опции для переезда. Скорее всего, у вас уже куплены билеты, и кто-то из вас слышал о том, что можно попасть в Россию через Калининград. И вот я профессионал в том, как попадать в Россию через Калининград, потому что я это делаю 3-4 раза в год последние 3 года. И я вам могу рассказать все, что может вас успокоить и сделать ваш переезд максимально спокойным, тихим, безопасным, чтобы вы сэкономили силы, где это может быть. Да, дорога может быть недалекая, но может быть очень нервозная. И вот если вы знаете то, что знаю я, вы можете этот маршрут преодолевать чаще и выдыхать. Я честно пишу этот ролик уже 3-й раз, потому что я думала вам рассказать все, что я знаю. Но я сейчас понимаю, что я хочу вам рассказать только свой маршрут. Я знаю сильно больше. Если надо, пишите в комментариях. Если вы там полетели не самолетом, а поехали автобусом или машиной, пишите в комментариях, я вам распишу, отвечу, что в этом варианте делать, почему я бы его не посоветовала. Но чтобы ролик был четким, у нас будет описан только мой маршрут, который я выбрала слезами, годами экспериментов, проб, ошибок, задержек рейсов, перепокупки билетов. И вот я сейчас езжу только так, и меня это абсолютно устраивает. Мои вводные, я молодая женщина, со мной периодически ездит мой молодой прекрасный муж, у нас нет детей, мы не берем много багажа, нам достаточно ручной клади, иногда мы берем с собой чемоданчик. Вот. Если вдруг вы большая семья с кучей детей и животных, то вам тоже стоит посмотреть, потому что все равно какие-то вещи, все равно есть точка, в которой мы все разными способами, приезжающие на границу, пересекаемся. И там начинается жесть, с которой вы очень переживаете и нервируете. И вот в этом месте вы можете прям пролистать до пункта пересечения границы и посмотреть ровно то, что нужно вам. Так, я все сказала, поехали. Смотрите, есть много способов, как добраться до Гданьска, вообще как из Европы приехать в Калининград. Вам в любом случае нужно добраться до самого, боюсь ошибиться, самая северная точка, я поправлю здесь, если я ошиблась. В общем, самая крайняя точка в Польше, вот здесь стопудово я сделаю карту, ближе всего добраться до границы, которая нам нужна. Причем там есть граница не одна, а две, поэтому досматривайте до истории с границы. Но, в общем, это точка, в которую нужно добраться всем разными способами. Я предпочитаю, я живу в Праге, добираться до этой точки самолетом. Без пересадки. С пересадкой было не понравилось. Прямой рейс без пересадки в первой половине дня. Почему так? Потому что дальше я еду на автобусе. Автобус ездит до 6 вечера. В 6 вечера уезжает последний автобус. То есть мне нужен рейс, который привезет меня в Гданьск где-то край в 3:30, в 4 часа дня. Раньше автобусы есть, позже автобусов нет. Вам придется остаться на ночь, если вы летите в другое время, потому что, просто автобусов нет. Вы можете доехать на машине, это будет стоить втридорого. Вы еще то время, которое можете поспать ночь в номере, вы на границе простоите, протупите, вот. Поэтому я выбираю добираться в один день в ту сторону на раннем самолете, на самолете в первую половину дня. Очень часто эта опция бывает. Я никогда не оставалась в Гданьске на ночь, именно когда ехала в Калининград. Просто выбираешь между 2-3 дней тот, который оптимально тебе подходит. Билеты до Гданьска недорогие, даже в сезон они стоят не более 1500 крон. Без багажа. Вот самая базовая история, я вот здесь переведу в евро, потому что вот сейчас я могу ошибиться, причем могу ошибиться основательно, потому что математика не наш друг.
Вот. Я летала и за 300 крон, я летала и за 500, и за 700. Вот чаще всего вот это вот 700-800 это вот та опция, потому что они там еще докупить место, вот это вот все. Вот, я летала и не прямым, но это бессмысленно, потому что у вас рейс длится час 30, час 20, и нету смысла делать пересадку в Варшаве и терять время и силы. Вы приземляетесь в аэропорту в Гданьске, и вы все очень быстро проходите, так как вы как на маршрутке прилетели и все. Вас нигде дальше не проверяют, если нужно, вы забираете багаж, но я опять же из экономии времени с рюкзаком или с чемоданом для ручной клади выхожу и еду на вокзал. Для дороги из аэропорта на вокзал вам потребуется около 40 минут. Я бы брала час-полтора, чисто, чтобы можно было протупить, чтобы можно было поесть, чтобы не бежать как угорелый. Как можно добраться? Можно добраться на такси. Это это недорого, но это не самый бюджетный способ, который есть. То есть что-то в злотых он с меня просил, по-моему, 100-150 злотых для того, чтобы добраться до аэропорта. Есть опция доехать на автобусе и есть опция доехать на поезде. Я чаще всего езжу на поезде, потому что я уже разобралась, как это работает, но вам я не советую, потому что там есть одна пересадка и можно протупить. Я бы ехала на автобусе, он едет прямо вот я вам знаете, как сделаю? Инструкцию, как выйти из аэропорта и оказаться в автобусе, я вам вставлю вот следующим куском, потому что она у меня есть отснятая. Автобус мой неглубоко внутренний методолог вот не понял, что вот эта вот стертая синяя полоса ведет нас до автоматов с билетами. Штуки с билетами раз, штуки с билетами два, по 2 стойки, и у каждой по стойке не работает. Как понять, через сколько уезжает автобус? Вот это слово вам нужно, вот это вот, Дворжец главный вокзал. Уезжает автобус через 6 минут. Есть такая дебильная фигня. Вам нужно оплатить билет карточкой, но вам чек не выдастся. Вас в любой момент в самом автобусе может проверить контролер. Вам нужно приложить свою банковскую карту к его терминалу. Там не списываются деньги, там проверяется, была ли произведена оплата с этой карты им. Я такое увидела в первый раз, во второй раз я такое увидела в Питере, но, в общем, имейте в виду. Дорога будет занимать минут 40. Вам нужно выйти тупо на конечной и оказаться на автовокзале. Автовокзал выглядит он страшный, как смерть. Вот у вас будет красивый автовокзал, вернее, красивый ЖД вокзал, а вам нужен страшный автовокзал. И, скорее всего, ваш автобус вас не будет ждать там, где приходят остальные автобусы. Короче, автобус может вот отсюда отъезжать. Видите, остановка рядом с вокзалом, вот с этим вот страшным. А может... О, сегодня автобус нормальный. Вот отсюда. Вот третьей опции не бывает. Если вдруг что-то изменится, напишите в комментариях, чтобы люди знали эту историю. Но у нас с вами остается вопрос. На вокзал мы приехали, а билета у нас нет. Это неправильно. Джамусенька, можно жопу убрать? Спасибо. Так как вы это видео смотрите по ходу сборов, вы можете спокойно, чуть ли не прямо сейчас, купить билет на автовокзал. Это нужно делать до того, как вы купите билет на самолет, потому что билеты на вокзал, на автобус разбираются быстро. Особенно в летний период. Сейчас сезон, сейчас самая пограничная мясорубка. И поэтому мы билет можем купить за 2 недели, за месяц, потому что их может тупо не быть. Вам может несказанно повезти, и билет будет. А может быть такая история, что вы приходите и ждете, что кто-то не успел с самолета или не приехал, и занимаете его место. Вы можете так прождать 1, 2, 3 автобуса и в итоге уехать под пытками. И люди все равно выбирают ехать на автобусе. Почему, я вам сейчас объясню чуть попозже. Где брать билеты на автобус? Да, вы можете купить у водителя, если вам несказанно повезло. Билет будет стоить что-то около 4000, 4200, по-моему. Вы можете билет купить на сайте, который я вам сейчас покажу с российской стороны. Это сайт Калининградского автовокзала. Там мы последний раз брали за 4200 этот билет.
Также есть возможность купить билет, вы просто в агрегаторах вводите, типа там того же Монды или Туту, и заплатить в иностранной валюте. Это я делать крайне не рекомендую, потому что с вас возьмется большая комиссия. Мы в последний раз с попутчицей, когда ехали, мы дошли до того, кто где покупал билет. Поэтому-то я и точно помню, что мой билет стоил 4200, а ее 6500 в рублях, потому что у них взялась комиссия за конвертацию. Поэтому я бы здесь на вашем месте находила бы способы сделать так, чтобы оплатить российской картой, попросить родственников, попросить еще кого-нибудь, в общем, решить эту проблему и сэкономить себе бюджет на поездку, потому что вы будете не... Эта поездка и так, на мой взгляд, не стоит 4200 даже. Раньше оно было что-то около 3000. Как бы я понимаю, за что мы платим. Мы платим в том числе как бы за то, что у водителя есть разрешение пересекать границу. Мы платим за время водителя, за ожидание, потому что непонятно, когда вы приедете. Но вы едете не в люксовых условиях, и в итоге у меня иногда билет на автобус получается дороже, чем билет на самолет. Вот. Проверяйте билеты, состыковывайте их друг с другом перед тем, как покупать всю связку. Иначе вам придется прождать ночь в отеле в Гданьске. Я не говорю, что это плохо, но это не самый быстрый способ, я так никогда не делала, потому что всегда есть возможность взять билеты на удобную дату. Если вдруг вы тупанули, то можно взять или реально подойти на вокзал, или взять трансфер, он стоит где-то в диапазоне 100 евро. Возможно, сейчас они обнаглели, это будет стоить подороже, но минус в том, что вы на границе простоите как машина. Вот. Представим, вы успешно добрались до автовокзала, вы сели в автобус, вы сели на свое место, разместили вещи и поехали. И вот тут-то примерно через 1,5 часа мы все пересечемся в одной точке. Все, кто ехал на автобусе, все, кто ехал на машине, на поезде, на трансфере, мы все через 1,5 часа пересечемся на границе. Единственное, что важно еще сказать про автобус, у вас будет еще одна остановка в Эльблонге. Я, возможно, здесь немножко неправильно произношу название, но не суть. Вот когда вы отъехали, встали вот там через час-полтора, значит, что вам еще столько же ехать до границы. Вот. Если вы едете на автобусе, то граница у вас одна. Мамоново, Гжеходки. На Гжеходках вы на польской стороне, на Мамоново вы на российской стороне. Если вдруг вы все-таки решили поехать на машине, то перед границей в чатах, пожалуйста, проверьте, какая граница сейчас более пустая. Границы, которые можно пересечь, есть две. Есть Безледы, есть Гжеходки. И может быть такое, что на одной границе больше людей, чем на второй. Вас могут безледами пугать, что там сильно проверяют, что там могут отправить на яму. Яма — это когда машину, надо прям картиночкой показать, просвечивают снизу и проверяют, что вы там ничего не везете. Если вам нечего скрывать, проблем никаких возникнуть не должно. И то, что вас чуть подольше проверяют, может нейтрализовать то, сколько вы будете ждать. Вот вам ключевая причина, почему я не рекомендую ехать на машине. Я сама пару раз обжигалась на этом. Потому что машин может быть сотни, и это не форма речи, особенно летом. И когда вы доехали до границы, вы ощущаете на автобусе этот приприятнейший миг. То, почему вы послушали Дашу и поехали на автобусе. Вы приезжаете и видите вот эту хуеву тьму машин. И вы понимаете, что пропускная способность у границы может быть 5 машин в час, а может быть 10. Она может быть не... зависеть от трудоспособности сотрудников. Могут сверху сказать, что мы не пропускаем больше 5 машин в час, а вас там 100, и вас пополняется и пополняется. И это то, где вы можете простоять дольше всего. Мы прошлым летом так попали с другом, Кирилл, привет, мы 8 часов стояли на границе, хотя мы были где-то с 40-ми, только для того, чтобы на границу въехать. Адекватная причина, на мой субъективный взгляд, ехать на машине, это, возможно, животное. Хотя я не знаю, какое животное выдержит вот это вот. То есть я свое животное не беру, потому что мне ее просто жалко, мне себя в дороге жалко. Детей, когда берут, детей с ограниченными возможностями берут. Я помню, меня в комментариях спрашивали по поводу туалетов.
Я к этому привыкла и даже не обращала на это внимания. В туалете желательно сходить в аэропорту. На вокзале, по-моему, туалет платный и страшный, как сам вокзал. То есть гипотетически это можно сделать, но практически лучше не надо. Когда у меня есть перерыв между автобусом и между самолетом и автобусом, я хожу вот в этот торговый центр, он очень близко. То есть где-то полчасика в запасе у вас быть должно, полчасика-час, когда вы уже приехали до автобуса, чтобы вы успели покушать и сходить в туалет, там нормально. Потому что следующий туалет будет только на границе с той стороны. То есть вы проезжаете, как вообще устроена граница технически. Вот то, что вот эта вот очередина, которую я уже устала показывать, она стоит еще до въезда на границу, на шлагбауме. Вот когда вы пересекаете шлагбаум, вас водитель останавливает в туалет. То есть вас поставят ждать входа на границе по ее уже сторону. Имейте в виду, что если вдруг вы стоите вот до шлагбаума, там надо договариваться, чтобы вас пропустили. И чаще всего все ссут в кусты. Там вот эти вот кусты сбоку, они уже термоядерные. Когда мы стояли, я помню, я терпела чисто из-за того, что такая, мне кажется, я оттуда что-нибудь притащу. Вот. Всю боль по поводу езды сейчас на машине я вам сказала. Почему эта ситуация происходит? Джамбо, не царапай диван. Спасибо. Происходит потому, что сейчас прикрыли финскую границу. Сейчас очень много людей из северных стран, из Германии стали ездить через эту границу и стали ездить в каникулы. И вы понимаете, когда каникулы у немецких школьников, граница просто стоит. Это нужно проверять. В чатах обычно эта информация есть. Ну и я поэтому беру билет на автобус, что как бы автобус вас спасает от этой истории. Но если вы едете на машине, вы можете пролететь, но летом абсолютно вряд ли, если случилось, вам дико повезло. Оказались мы на границе. Мы успешно проезжаем вот эту вот 100-машинную очередь, и, возможно, 5-10 минут ждем и едем на основную часть на границе. Там у нас есть туалет, там мы спокойно можем сходить в туалет, нас для этого специально останавливают. И здесь, соответственно, вопрос вылить, вопрос влить, брать ли с собой что-то в дорогу поесть. Конечно, брать. Лучше вы это доедите дома, чем в моменте у вас не будет, а вы будете голодные и уставшие, особенно если вы едете с детьми. На автобусах ездят с детьми, в этом нет никаких проблем. С планшетами, с мультиками дети в процессе автобуса знакомятся, и как бы никогда никакой ребенок глобальных проблем за эти 3 года я не помню, чтобы доставлял. Дальше вы идете на границу с польской стороны. Эта сторона всегда проходит быстро, очень редко возникают какие-то проблемы. Вам на месте напомнят, но вам важно, когда вы уже выходите с документами, с ощущением «фух», еще остановиться и девочке сказать, что вы не везете никакой запрещенки в ненужных объемах. Мы молодцы, все прошли, отправляемся в автобус. Пока вас проверяют, автобус тоже проверяют. Поэтому первым всегда идет водитель. Вся интересность начинается ближе к российской границе. Скорее всего, в начале поездки вас спросят, какие у вас документы, вас даже попросят ваши документы показать. Это сделать нужно для того, чтобы вы границу прошли быстрее. И для того, чтобы, если вдруг вы не имеете права проходить границу, вам это сказали еще до самой границы. Почему так делают? Потому что есть категории граждан, которым, как бы это мягко сказать, которым уделяют больше внимания на границе с российской стороны. Обычно это бывают граждане Казахстана, это бывают те, кто был в Крыму, рожденные в Украине, с российским гражданством. Возможно, есть еще какие-то категории, но я про них не помню. Но вот этих всегда спрашивают. Двойное гражданство, если у вас есть, тоже стоит об этом рассказать. Так всегда предупреждают. Вот. И всегда люди, имеющие какие-то из этих признаков, проходят вперед. Мой муж, гражданин Казахстана, мы в этой ситуации были, и он тоже проходил вперед автобуса. Сказать им, что я этих людей гнидами называю? Я сама была гнидой один раз, я вам расскажу. Гнид, ладно. Но
вы до этого пункта можете доехать медленнее, чем вы ожидали, потому что у нас есть с вами, напоминаю, есть шлагбаум, есть польская граница, и между российской и польской границей есть нейтральная зона, и в ней вы можете простоять дольше всего. Это новинка, которую я узнала в последний раз. Оказывается, на нейтралке с российской стороны есть всего один сотрудник персонала, который проверяет и въезд, и выезд. И то есть, если сейчас он выпускает людей, а вы въезжаете, вам придется подождать, пока он выпустит все, что посчитал нужным, и вернется к вам. И эта история может занимать от часа до 5 часов. Мы в последний раз, у нас было 1,5 часа, в какой-то раз 1,5, в какой-то раз около 2. Ну, то есть вот ты стоишь на нейтралке, перед тобой никого нет, и ты не понимаешь, в чем дело. Такой, то книжку читаешь, то уже злишься, то бесишься, а потом ты выясняешь у кого-то, что ситуация такова и более никакова. На нейтралке обычно вам измеряют температуру и иногда просят показать документы. Ну как иногда, всегда. Они хотят тоже понять вот эту вот очередность гнид. Я вставлю это в монтаж. То есть сколько примерно времени уйдет на ваш автобус, учитывая осложненные обстоятельства и какие они у вас есть. Вот. Также вот в момент этой гнидной очередности вы можете сказать, что вы опаздываете на самолет. Такое бывает, можно протупить, если вы едете не напрямую в Калининград, а у вас дальше самолет, и вы рассчитывали, что вы успеваете, а по факту вы нифига не успеваете. Но вот в момент, когда мы пересекли нейтралку и оказались на стороне российской границы, вы можете попросить ваших соавтобусников пропустить вас вперед и заказать такси. И сэкономить где-то около часа. Тем самым и, возможно, нормально успеть на самолет. Вот, вы оказались на российской границе. На российской нужно выходить со всеми вещами. Вообще ничего в автобусе не должно остаться. Со всеми, значит, со всеми. Вот бутылка пустая, которая у вас там оставалась, вкусняшка, которую вы взяли в дорогу, шарф, который вам уже нафиг не нужен. Нужно, чтобы автобус был чистый подчистую. Потому что в автобус будут заводить собаку, скорее всего, автобус будут отправлять на яму. Вы это не сделаете, вам вашу вещь принесет товарищ полицейский. И это может быть для вас немного стрессово. У нас такое было, когда маленькая девочка забыла рюкзачок, и она очень испугалась дядю в форме, который принес ей этот рюкзачок. Поэтому позаботьтесь о своих нервах, о нервах своих детей и заберите из автобусов все. Дальше вы идете, вот как обычно, прилетаете на паспортный контроль на окошко, вперед пропускают наших товарищей. Я вам в конце расскажу, почему я тоже бываю иногда гнидой, как раз когда мы будем возвращаться в Европу. Вас проверили по документам, вначале пропустите тех, кого должны проверить раньше, чтобы пока вы проходите свою границу без проблем, этих людей отправили на допрос. Да, их и хотели отправить, и отправили бы в любом случае. Просто если мы выясним, что он идет на допрос, когда он будет в конце, то мы просто потеряем 20, 30, 40 минут. Причем допрос может длиться там минут 10, а может длиться 2 часа. И поэтому я этих людей называю гнидами, потому что ты уже мог есть мамин борщ, а ты сидишь на границе на последней стадии и не можешь выйти. И это все равно будет быстрее, чем если вы будете стоять, ехать на машине, поэтому, ну, вот это просто деталь. Обычно от 1 до 5 человек в автобусе вот таких вот с вопросами бывает, и всегда как бы это добавляет времени к дороге. Вот. Как была история там с моим мужем, и туда, и обратно его попросили пройти очередь вперед. Я очень переживала, но в итоге он выходит, его даже на допрос никуда не уводили, он вышел из этой комнаты через 3 минуты, у него забирали паспорт, ему просто вернули паспорт с миграционной картой. Все, поэтому никаких допросов, ничего не было. Ну вот наша история такова, история тех, кто пересекал границу по другим причинам, может быть другой, и я советую вам их посмотреть для того, чтобы просто понимать, что делать. А что делать в необычных ситуациях, я вам дальше расскажу.
В итоге вы, получается, проходите границу, просвечиваете чемодан. Здесь, кстати, есть туалет, вы можете в него пройти и усаживаетесь в автобус. Автобус может поехать сразу, автобус может поехать через 10 минут, автобус может поехать через 40 минут, может поехать через час или даже через 2. Я не нагнетаю, я вам говорю, что могут быть разные ситуации, чтобы потом мне не писалось. А ты говорила, тут все быстро, а в итоге нифига не быстро. Нет, граница это все равно рулетка. Но на автобусе этот гэп, он сильно уже. Если на машине это может быть от часу до 24, условно, потому что были те, кто стояли сутки. А на автобусе этот гэп получается от 5, допустим, до 7 часов или от 5 до 8 часов. И это вообще не такая проблема. Ну, я имею в виду всю дорогу от вокзала до вокзала. И, на мой взгляд, я вот лучше какое-то адекватное время буду иметь в виду, чем буду вот в этих вот американских горках шататься. Здесь их сильно меньше. Как только человека, который имел проблемы, вывели с допроса и посадили к вам в автобус, вы можете выдвигаться. На этом этапе уже у вас работает российская связь, если она у вас есть. Если нет, я настоятельно рекомендую завести себе есимку какого-нибудь Билайна. У меня она есть. Я просто переключаюсь с одной симки на вторую в момент пересечения границы. Я на связи с семьей, мой тариф стоит там 500 рублей. Когда я на месте, я его плачу. Когда я не на месте, я его не плачу. Все. Там может накопиться небольшой долг, а-ля 500 рублей. То есть типа сразу за следующий месяц списалось. А за последующий не спишется. И поэтому это явно дешевле и по силам, и по нервам, чем когда вы приехали думать, как связаться с родными, стрелять у кого-то интернет в автобусе. Это тоже опция, с вами поделятся. Вот когда вы это все прошли, вы уже банда-команда этим автобусом. Вы уже можете попросить любого, и вам помогут. Вы уже знаете имена всех детей. Вы уже знаете, кто что делает. Потому что вначале все будут ехать, как девочка пела в церковном хоре. А вот когда к границе приближаемся, будет начинаться движ. С вами могут поделиться едой, водой, колбасой. В общем, вот этот вайб автобуса я тоже очень люблю. В общем, случилось чудо. У нас все прошли, и мы идем дальше. Дальше у нас выезд с границы, и у вас должны проверить штампы в паспортах. То есть вам нужно открыть страничку, где вам ставили штамп о въезде, для того, чтобы проверили, что все чистенько. И все, вы выезжаете за границу. Вы оказываетесь в России. Вопрос, а когда мы окажемся у мамы? До Калининграда от границы ехать около 40 минут. Чаще всего вы будете ехать в какой-нибудь темноте. Даже если вы выехали в 6, то где-то в 10-11 вы будете дома. Я никогда не помню границу в свету, особенно российскую сторону, все время у тебя ты проходишь, если это лето, то там закат, и ты едешь эту дорогу по темному лесу. Будете вы ехать минут 40, вас привезут на Южный вокзал. Южный вокзал это нифига не центр. Вам нужно позаботиться о том, как добраться оттуда до дому. Меня обычно забирают. И поэтому эту проблему я не решаю, но такси никто не отменял, меня забирают на машине. Один раз было, что мы доехали спокойненько на трамвае, но мы живем в центре, мы живем в Амалинау, мы ехали где-то минут 25. Ну, то есть это вот не центровая локация вообще ни разу. Поэтому вот все, вы прибыли на российскую сторону двумя видами транспорта. Автобус плюс, боже мой, самолет плюс автобус. Вот. Вы классно провели время дома, и вам пора возвращаться обратно. Что делать в Калининграде, я рассказывала вот в этом видео, и, по-моему, еще вот в этом видео. И я еще приеду и еще вам расскажу, что классного можно делать в Калининграде и в области, и куда можно слетать оттуда. Но вот мы с вами все сделали, настал момент X, мы едем обратно домой, к себе в Европу. Что нам нужно знать? Мы можем также, Джамбо, не надо ронять конфету. Мы можем также купить билеты на автобус и самолет, ровно те же. Но нам важно проверить, какая у вас виза. Если у вас вид на жительство, постоянное место жительства или гражданство, вы без проблем это делаете
через границу, которая у нас есть, через которую мы все проходили ранее. Если же у вас студенческая виза или любой другой вид визы, студенческая, туристическая, еще какая-то, по рабочей боюсь соврать. По-моему, рабочая тоже проходит через границу, то есть это а-ля вид на жительство. Почему я заостряюсь на визах? Если вы полетели в Париж отдохнуть, вас развернут на границе и скажут, что не полетели, потому что эта граница только для людей с постоянными документами. Почему я заостряю на студенческой визе? Сейчас период, когда студенты меняют карточки, то есть обычно это карточка на год, и летом мы меняем одну карточку на вторую. И может возникнуть проблема, что если бы была карточка, вас пропустили, никого бы не волновал тип. Ну, то есть они так мыслят. А если у вас вклеенная виза, то это может стать проблемой. При мне девочку с Казахстана со студенческой визой, с подтверждениями, с документами развернули. И ей пришлось ехать через литовскую границу. То ли Литва, то ли Латвия. Я здесь поставлю, я никогда ее не пересекала, хотя у меня была такая опция, ну вот через нее. Вот вам моя гнидная история. Я тоже, вот с такими людьми, которые едут не по правильным документам, могут возникать проблемы. У меня была ситуация, когда мне меняли визу. У меня виза по моему прекрасному мужу, и была ситуация, когда мы эту визу мне обновляли. И у меня была не карточка, а вклейка. Вклейку они вообще сразу считывают за туристическую визу, хотя там написано, что это не тип Т, а тип Д. И в такой ситуации, каким образом поступила я, что меня пропустили с такими документами аж 2 раза. Первое, я написала на сайт посольства. Не на сайт, на mail, вот он. Мейл посольства, перевела свое сообщение на польский, объяснила свою ситуацию, спросила, как мне быть. И я ожидала от них ответа, я, честно, не помню, пришел он или нет, но если бы он пришел, я бы его приложила к тому, что, я могу пересекать, мне ваши же ребята сказали. Кроме того, вы можете опираться на законы о пересечении границы, я их тоже вам вот сюда приложу QR-кодиком. Переводите документ с польского на русский, на какой удобно вам язык, чтобы понимать смысл. И с вырезкой закона вы тоже можете отстаивать свои права, если вдруг ребята чего-то не знают. Потому что они, конечно, не глупые, но все равно нетипичные истории их немножечко смущают. И им нужно чуть больше времени разобраться, а у вас в это время колотится сердечко очень сильно. И поэтому вам нужно сократить время разборок и максимально себя защитить. То есть у меня была виза, у меня был запрос, я нашла статью в законе, и у меня было свидетельство о браке, что этот муж, мой муж, и я еду по нему. У меня был муж на связи в случае того, чтобы подтвердить, что его жена я, и он меня ждет. Вот. Я тогда оба раза прошла без проблем, но первый раз они проверяли. И я им сильно ускорила тем самым работу. Поэтому, если вы знаете, что вы можете пересекать границу, и у вас есть подтверждение тому на основании закона здравого смысла и чего угодно, подготовьте пакет подтверждений, чтобы на границе просто сократить время разборок касаемо вашего кейса. То есть тогда из-за меня ждали 30 минут, потому что, и зная это, меня пропустили вперед. Не говори никогда, что ты не будешь гнидой. Вот была. И тогда меня успешно пропустили, причем я пропустила свой самолет, мне пришлось возвращаться, и меня пропустили еще раз через 3 дня. Поэтому о чем я могу спокойно говорить, что если у вас виза по воссоединению с семьей, и у вас вклейка, а не карточка, не бойтесь, езжайте. Меня тогда ничего не могло остановить, потому что в этот период был концерт Агутина, а я очень хотела посмотреть на концерт Агутина. Вот. Первое, это документы, проверяем, что мы имеем право пересекать границу. Если наш случай посложнее, то мы готовим подтверждение того, что мы имеем на это право. Второе, мы проверяем билеты. Здесь у нас с вами разница между вылетом и вашим освобождением в Польше. Кстати, в этот раз вас автобус может довести до аэропорта. Я не знаю, почему так схема работает, что из аэропорта автобусов нет, а в аэропорт есть.
И то есть вы можете не гулять нигде в Гданьске, но при этом берите нормальный временной запас, потому что на границе в ту сторону может случиться всякое. Я бывала в разных ситуациях, и пару раз я опаздывала на рейс из-за того, что я прогадала там типа на 30-40 минут. Лучше посидите, подождите рейс в аэропорту, потому что иначе вам придется ожидать, переплачивать или еще что-то. Если ваш рейс утренний, то вам нужно выехать в ночь. Если вы поедете на 6-часовом автобусе, и думаете, что вы успеваете на самолет в 11 утра, вы не успеваете. Проверено. Поэтому, если у вас билет, если у вас самолет до обеда, то вам нужно выехать в предыдущий день. Поэтому я советую брать рейсы дневные, вечерние, то есть это вот часа на 4 вечера, вот такое, чтобы вы на 6-часовом, на утреннем автобусе могли выехать. Я в прошлый раз выезжала в 9 утра, но у меня автобус был в 5 вечера. И то есть, да, я понимала, что я прожду, там, не знаю, 3-4 часа, но лучше я прожду 3-4 часа в автобусе, боже мой, в аэропорту, и заложу их на какой-нибудь пипец на границе, чем я буду возвращаться, перепокупать билеты, вот эта вот вся история. Рассчитывайте на границу минимум 6 часов, когда будете возвращаться, потому что, ну, это стандартная история. И вот на какой-нибудь пиздец, который может случиться по дороге. Я помню, у нас была история, что трактористы устроили забастовку и перекрыли главную дорогу, вот эту вот трассу до Гданьска, и мы ехали по проселочным дорогам. Увеличивает ли это время? Да, увеличивает. Может ли тебе это стоить перелета? Да, может. Поэтому здесь берите времени с запасом, с небольшим, но все же с запасом, чтобы не переживать за себя и за последующий день, за дальнейшие ваши планы. Вот. В целом, я вижу, что получилось долго, но мне кажется, я рассказала все, что я вам могла рассказать по этому поводу, касаемо моего любимого маршрута. Все ссылки будут у вас в самом файле. С дорогой в Калининград у меня все. Я желаю вам прекрасной, спокойной поездки, желаю вам кучу впечатлений из дома и не бояться пересечения границы. Ничего страшного в этом нет, нужно просто знать правила, следовать им и уметь защищать свои права. Пока-пока. Нет, не пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь. Мне очень хочется монетизацию, поэтому мне очень важно, чтобы у меня было 1000 подписчиков. Да, их сейчас очень-очень мало, но, видимо, я вас об этом нормально не просила, потому что у нас неплохие просмотры, и если вам хочется меня поддержать и сказать мне спасибо, я просто хочу, чтобы мне денежка от YouTube капала, поэтому подпишитесь на канал и поставьте лайк на видео. Вот. Если есть вопросы касаемо других случаев пересечения, чем смогу, я помогу. Вот теперь точно. Пока-пока.